Представляю вашему вниманию видео выступления Тофи на 1Rs неконвенции. Там он рассказывает, как выработать свой собственный стиль. Качество картинки не очень, но звук, в принципе, отлично слышно и суть очень полезная. Так что смотрите, наслаждайтесь и делитесь своими эмоциями. Ну, то есть ставьте лайки, комментируйте, я буду это все читать. Всем приятного просмотра. На мой взгляд, будущее уже сейчас наступило. Everybody is asking when is going to be the future, but right now is the future. Вот тут задали вопрос, когда уже наступит это будущее, вот оно уже сейчас здесь. And I will be the first one, if it will be possible, I will be the first one that I can exchange myself for a robot. Ну и когда появится такая возможность, я первый в очереди на то, чтобы меня заменили роботы. Okay, so we go to the roots. А теперь обратимся к истории. It is just to show you just a little bit of my character. Чуть-чуть, чтобы вы понимали вообще, кто я такой, откуда ноги растут. I was not born with any talent. Родился я ничем не одаренный. And I was not touched by God. То есть рука Господа не осеняла меня ни в какой момент. I just realized that I would like to learn how to draw and after how to use this drawing in tattooing. Просто в какой-то момент я понял, что хочу научиться рисовать и научиться тому, как это использовать затем в татуировке. So when I was 17, I just started to draw, and that's how it all came out. Так что просто в 17 лет я начала рисовать, с этого все началось. When I finished the high school, after the few drawing sessions and lessons, I started to do the fine art of study of art. Закончил школу, прошел несколько курсов и занялся уже изобразительным искусством по-серьезному. So just basically, I finished the school after 5 years. I became art teacher. In the same time, I became the professional tattoo artist. Получается, закончил школу, пошел дальше обучаться своему мастерству, через 5 лет уже стал сам преподавателем живописи и одновременно с этим уже начал делать первые татуировки. And after like 9 years or 8 years of tattooing, one of the friends of mine showed me the 3D software that we didn't know anything about it. 8-9 лет где-то прошло, и один из моих приятелей показал мне программу для 3D-моделирования, о которой я вообще тогда ничего не знал. The only thing I knew, it would be something new in the industry, that it would be some sort of future of tattooing. That's why I said for me right now is the future. Единственное, что я на тот момент понимал, что это как-то будет увязываться с будущим татуировки, поэтому я искала, что сейчас будущее для меня уже наступило. So my biggest goal was to be the first one in the tattoo industry mastering that. И в моей основной целью было как бы стать вот номером один именно в этой отрасли. So it was just a small spark that started the history where we are right now. Это была та самая искра, с которой все началось и разгорелся вот этот костер истории, в середине которого сейчас я нахожусь. After many years of digital designing that I started in around 2005, that's the main programs I'm using right now, and I don't want to change that. I made the huge selection of more than 6 softwares I've been using to make it as simple as possible at this moment. Итак, с 2005 года я занялся 3D-моделированием. Вот это основные программы, которые я использую, они меня вообще всем устраивают. Я много испробовал, 6 основные у меня в наборе, которые, в общем, все мои потребности могут на них ответить. So basically, Photoshop, everybody knows that. It's the most popular software everybody is using. Photoshop никому объяснять не надо, самая популярная программа, все ее используют. And I don't need to introduce that. ZBrush is the main 3D sculpting tool that I'm using at this moment. Другие программы представлю. ZBrush — это основная программа для 3D-скульптурирования, моделирования, которую я сейчас использую в работе. And it's just mostly for sculpting and nothing else for me. Ну и в основном это, да, про скульптурирование, ничего больше я в ней не делаю. And Keyshot is just the software I'm using for do the final lighting and material setting up. Ну и Keyshot — это программа, которую я использую уже на финальном этапе, на которой подстраиваю цвет, какие-то финальные уже как бы оттенки. It will be not the workshop that I will present you my own techniques because the seminar is about developing the style. So I'm just showing you the tools I'm using. Я не буду вам рассказывать, как я подробно их использую, как ими пользоваться, все-таки это про разработку стиля, поэтому просто быстрое представление инструментов.
And right now I have a very fast question for all of you guys. Which one of you is doing realistic tattoos at this moment? Теперь быстрый вопрос, поднимите руки, кто делает реалистичные дизайны? So most of the people. Большинство. I've been doing realistic works as well, as you probably know, and it was not the best, as you can see. It's like 10 years ago what I did. Я тоже этим занимался, вот видите примеры, видите, тогда было еще над чем трудиться, это примеры где-то 10-летней давности. The problem is that I realized 10 years ago that I would be not the best realistic tattoo artist. И тогда 10 лет назад я понял, что лучшим реалистичным художником мне не стать. Even that 10 years ago it was giving me main money, main awards and main fame as possible. Хотя тогда, 10 лет назад, именно на этом я зарабатывала свои основные деньги, именно это мне приносило известность и, собственно, было моим основным занятием. Because for the regular customers it's very easy to understand and very easy to read this type of works. Ну, потому что, понимаете, среднестатистический наш клиент, для него это наиболее понятно и наиболее такое читаемая работа, скажем так. That's why, in my opinion, after so many years of all of the industry being focused on the realism, Именно поэтому, я считаю, столько лет вся индустрия была, так знаете, прям нацелена на реализм. we have only few masters that they are above the rest. Однако, спустя все эти годы у нас есть только несколько мастеров, которые действительно над всеми возвышаются и выделяются. I knew I'm not able to be like that, that's why I quit. Но я понял, что мне на этот уровень не выйти, поэтому я с этим закончил. And at the same time, I realized that I can use my realistic skill of tattooing in my own custom designs. Одновременно с этим понял, что вот навыки, да, скиллы реалистичной татуировки я могу использовать в своих каких-то индивидуальных дизайнах. And I started to create my own reference pictures, like the faces, hands, figures, to get my ideas live. И начал создавать портфолио своих каких-то референтных картинок для примеров, да, какие-то элементы, лица, что-то, что, на чем затем можно было бы развивать свои идеи. So all of these works that you can see here is my body, my face, and my figures. Так что все, что вы здесь видите, это все, да, мое тело, мои лица, мои фигуры, все мое. The problem is I couldn't find the specific body shapes that I needed on Google, so that's why I was making my own. Проблема была в чем? Не мог я в Гугле нигде не мог найти именно для меня подходящие формы тела, элементов тела, поэтому приходилось самому справляться. At the same time, I was drawing a lot. That was the point of my art school as well, that they teach me how to draw. So I just wanted to prepare my own designs, also by hand. Одновременно с этим продолжал рисовать. Для этого, собственно, и пошел в художественную школу, потому что хотел, чтобы мои дизайны, в том числе, я мог рисовать и от руки, сам создавать. So in this way, I was just like going parallelly with the two lines, with the realism and the custom designs, but they had nothing to do. Получается, шли такие две параллельные истории, да? Продолжался чуть-чуть реализм, немножко в другую сторону я с ним ушел, и мои вот как бы индивидуальные дизайны, которые пока не пересекались. Those works are based on my digital paintings, and it was also done like 10 years ago. So parallelly with all those portraits, I've been doing that. That was average quality, but 10 years ago was enough. Это вот что происходило параллельно с теми вот лицами, которые мы видели. Это работа, основанная на моих первых 3D каких-то дизайнах. 10 лет назад как бы такое качество еще было более-менее, хотя сейчас я понимаю, что это даже средняя история. So after when I realized that this realism is nothing to do for me, I realized that it would be nice to prepare a few realistic designs that was not downloaded from Google, that was created by me. Ну и когда я понял, что вся эта история с реализмом, она на самом деле не для меня, я подумал, что, ну, может быть, еще имеет смысл создать портфолио, несколько реалистичных дизайнов, которые никто не может найти в Гугле, которые вот только будут сделаны мной, будут исключительно мои. The problem was that the customer didn't need it, so I needed to convince them. They didn't expect me to do that. Plus, all of the tattoo artists around me was negative because they didn't understand what I want. Но тут была сложность в том, что, во-первых, клиентам это было не нужно. Мне нужно было их как-то убедить, что они на самом деле этого хотят. Во-вторых, все мои коллеги вокруг тоже не понимали, зачем я вообще этим занимаюсь, и никакой особой мне поддержки не оказывали. But for me, the first thought that I had that I can be the first one in the industry was the biggest motivation. That's why I started to learn from YouTube how to operate those software.
Но для меня одна вот эта мысль, что я могу стать первым в этом своем новом направлении, для меня это была колоссальная мотивация, поэтому я пошел в YouTube и стал учиться сам, как мне использовать все эти программы для 3D-дизайна. So the voodoo that we are seeing in here is just basically the interpretation of my own drawing I did before with the pencil. So it was the first concept that I actually created in 3D that I wanted to prove to myself I can put on the skin just once, and that was supposed to be it. Вот кукла Вуду, собственно, это один из первых таких дизайнов, который я сначала сделал в карандаше физически руками на бумаге и затем уже перенес в 3D. То есть я хотел сам себе доказать, что я вообще могу это сделать, и тогда думал, ну, возможно, на этом и остановлюсь. So after I've done that, I learned how to do it. So it was just like a very, it was pushing me on the other side. Но все оказалось несколько иначе, я это сделал, понял, ага, я вот умею теперь делать так, и получилось, что обратного пути уже нет. Я, грубо говоря, сам себя продолжал толкать вперед. The biggest problem is that with this sort of designing, I didn't know where to go. I had nobody I was able to copy, like it is at this moment. You see something good, you copy and you are famous. Однако я оказался в сложной ситуации, потому что я такой был один, и мне не с кого было копировать. Я не знал, куда с этими своими картинными работами идти. Как вот сейчас, знаете, бывает, увидел что-то красивое, скопировал, под себя подстроил, и все, хоп, ты уже знаменит. So I was just spitting out the images that randomly I was putting on the skin without any knowledge about the composition with this 3D stuff on the skin. И была какое-то время вот такая история, когда я просто производил дизайн, делал картинки, делал, что-то из них переносил на кожу, при этом не очень разбираясь в композиции и других составляющих 3D-дизайна. At the same time, I've been hearing that all of my friends from the industry was asking me what the fuck is going on with me. Ну и тут до меня начали уже доходить слухи, какого черта, что с ним происходит, коллеги мои начали чуть за меня волноваться. But it was motivational for me because I was getting deeper into myself during the process of that, and defending my own art in front of my friends was, I felt really strong. Но для меня это был колоссальный период роста, потому что я, несмотря на все препоны вокруг, продолжал делать то, к чему у меня лежала душа, и сам свое искусство защищал перед своими же друзьями, и меня действительно сделало сильнее. The most important for me was that I was able to express myself as the first. Для меня первое, что было очень важно, возможность, во-первых, себя выразить в том, что я делаю. And second, that I was able to use all of the tools that I learned before. Ну и второе, это возможность, наконец, использовать все те инструменты, которым я обучился ранее. Which was drawing, 3D modeling, and tattooing, and realistic tattooing taken all together. А это, собственно, рисование, да, художественная школа, 3D-моделирование и искусство татуировки. Все это вместе в одном. So in 2012, when my skill of designing was good enough that I was able to show this off, I had the idea to record my tattooing session. Ну, в 2012 году, когда я уже стал более-менее в себе уверен в своих навыках дизайна, я решил записать просто целую сессию нанесения татуировок. And the main reason was to be able right now to prove to yourself that there was nobody before me. И опять же, делал это я в первую очередь, чтобы доказать самому себе, что до меня этим никто не занимался. And after, I just had my own tool and way of expression. Ну и уже после этого мысль о том, что у меня есть собственный способ выражения себя. So going back to the developing your own style, the biggest decision that I had to make, and that is the most important, is ask yourself a question: who you wanna be. И вообще, возвращаясь к вопросу разработки собственного стиля, самое главное – это самому себе задать вопрос и ответить на него, а кем я хочу быть. But not who you wanna be as a person, but who you wanna be as your art. Ну, понятно, не кем я хочу быть как человек вообще в этой жизни, а кем я хочу быть в своем искусстве. So I basically gave myself rules that I've been following since 2012. That was my recipe for my designs. И получается, что в 2012 году я сам для себя установил кое-какие правила, такой рецепт создания собственных дизайнов. И с тех пор я этим правилам следую. So basically, what they teach me in school on the designing classes, like the custom designing classes. Это то, чему меня научили в художественной школе, в школах, где я был, да, на вот этих уроках создания индивидуальных дизайнов.
That was the very simple effects that the way we see on this image is the dynamics, is a high contrast, is the perfect balance between dark and light, is a perfect balance between the hard surfaces and the textured surfaces, and warm and cold colors. По сути, это такие довольно простые вещи, да, вот они здесь все у нас перечислены, это динамика изображения, какие-то контрасты, игра света, тени, умение правильно выстроить этот баланс, плоских и объемных поверхностей, темных, холодных цветов. And all of those elements that I have implemented in here, I will compare at the end of the seminar with the work I'm doing after years. И все вот эти элементы, которые я использовала в 2012 году, я по ним еще раз пройдусь в конце выступления и покажу вам, как я их использую сейчас. As you can see in here on the screen, the designing process took around 15 hours, and the knowledge I needed to gain to be able to do that was around 30 hours watching the YouTube tutorials about what I want to do. Вот тогда, 7 лет назад, создание одного дизайна у меня занимало около 15 часов, и плюс еще это требовало дополнительной подготовки, около 30 часов просмотра YouTube, каких-то обучающих видео. So all of my friends was asking me if I'm stupid enough to do the 15 hours of designing for a customer that he doesn't pay for. Ну и все мои друзья, коллеги, естественно, спрашивали, ты что, совсем поехал? Как бы 15 часов сидеть, неоплачиваемой работы, и заниматься этим, в общем, тем, о чем тебя никто не просил. But of course he paid for the tattoo, right? Но человек-то в итоге платит за татуировку. But in the same time, I've been doing this mostly for myself, not for my customer. С другой стороны, я вот эту всю добрую работу делаю, конечно, для себя, а не для клиента. And that's the thing I have to make up with the soft, what you were saying before? Soft skill that I have to make up at this moment. Because I'm not too good into the communication with the customers, because really, I prepare my designs before and after I offer them for the customers, so I don't care what they want. Ну и вот тут как бы я на предыдущем выступлении, когда говорили про soft skills, да, понял, что мне тут есть кое-чему поучиться, потому что у меня страдает вот эта история общения с клиентом. Я просто говорю, так, мы будем с вами бить вот это. И особо никакого взаимодействия с ними, диалога у нас не происходит. But I will also prove that it works. Но в итоге человек остается доволен, и я доказываю, что это то, что он хотел.